Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. У Чонгука и Тэхёна самые интимные вещи давно стали обыденными. Если бы Намджун закинул ногу на Юнги, к примеру, фандом бы сильно удивлялся, но когда это Ви Чангук, это воспринимается как само собой разумеющееся. Девятое место. Показал свое. Он такой собственник. Восьмое место. Совпадение или нет? Саултвинс. Два человека, идеально подходящие друг другу как близкие друзья или романтические партнеры, ну, или просто Чангук и Тэхён. Давайте вспомним, как Каои вынуждены были удалить свой рекламный ролик лишь из-за того, что Тэхён и Чангук решили держать друг друга за руки. Они еще так уставились в камеру, типа «Вас что-то смущает?». Жаль, конечно, что это вырезали, но мы все же успели увидеть этот прекрасный момент. Эти колени зарезервированы семьей Чон. Пак Богом заметил комментарий Вибукера с ником Лаватейтэй Клате на своем эфире и улыбнулся. Пак Богом все понял. Он хороший друг, ребят. Седьмое место. Юнги все знает. Шестое место. Поведение пары. Топ необъяснимых поступков Чангука. Милая агрессия — это когда не только чмок, но и сладкий кусь и милый жмяк. Если есть возможность облапать своего парня, почему бы ей не воспользоваться, да, Тэхён? Чангук всегда так мило реагирует на такого Тэхёна.
5 место. Глаза, которые никогда не врут. Чонгук о Тэхёне. Его нос имеет форму равнобедренного треугольника, и у него мягкие волосы, круглые ногти, широкий лоб, его пальцы на ногах. Родинка у него под глазом красивая. И он самый красивый мужчина в мире. Вы можете заметить, что Тэхён начинает двигаться на секунду раньше Чонгука, поэтому я скажу телепатия или связь. Чонгук не мог видеть, как Тэхён двигается со своего угла. Если вы заметили, что никто из других парней не шевелится, значит, это не из-за того, что говорил Намджун. Просто Тэйкук и их телепатия настолько сильна, что иногда поражает. Четвертое место. Забота. Когда Тэхён для Чонгука самое безопасное место и тот человек, ради которого стоит ускорить шаг, чтобы идти рядом. Всегда. Третье место. Новости Чонгука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Рис, картофельно-яичный суп, жареная свинина, капуста и зеленый перец с соусом, кимчи из пекинской капусты, молоко. Завтрак Чонгука. Рис, суп с током, жареные сосиски с брокколи, рагу из ветчины и картофеля, кимчи из пекинской капусты, молоко. Обед Тэхёна. Лапша в соусе, рыбный суп, тыквенный крокет, хлеб в виде кофейных зерен, кимчи из редьки, яблочный сок. Обед Чонгука. Рис, суп из морепродуктов, жареные побеги перилы, жареная курица, кимчи из пекинской капусты, яблочный сок. Ужин Тэхёна. Мультизлаковый рис, суп из говяжьих ребрышек с морским ушком, тушеные овощи с куриным филе, салат из огурца и чили, ассорти кимчи из китайской капусты и из шпината. Ужин Чонгука. Бибимбап с тунцом и овощами, яичный суп с грибами эноки, такпоки в соусе карбонара, маринованный редис, кимчи из китайской капусты, молоко. С форума НЭЦ, состоящего в основном из мужчин. Несколько недель назад я сидел в машине и ждал на светофоре, и поскольку рядом со мной стояли крутые мотоциклы ДЭТ, я увидел их и увидел Тэхёна, одетого в эту форму, черную боевую форму, и держащего в руках огнестрельное оружие, и его взгляд был таким жестоким, что мои штаны чуть не стали мокрыми. Я был так удивлен, что даже сфотографировать не смог. Какой позор! Сначала секунд 10 один из солдат испуганно смотрел на меня. Я такой, что это? И мы смотрели друг на друга. Когда я немного уставился на более того, я понял, что это был Тэхён. Он был одет именно в такую форму и ехал на мотоцикле. На самом деле ребята использовали сленговое слово. Сказали, что это значит, когда ты слегка мочишься в штаны, потому что ты возбужден, то есть, когда что-то охренительно круто. Если честно, его рассказ похож на какой-то сюжет из фильма или фантазию.
Это их выступление. Брайан из Эмпас Энд One, чем образцом для подражания является Чангук, исполнил его песню «Still With You» во время трансляции, а также сказал: «Когда я был в Канаде, я часто слушал песни Чангука в ванной и копировал их. Я хотел спеть ту же песню». Тэхёна очень захвалили на тайваньском телевидении после его армейских фотографий. Это Тэхён, посмотрите ему в глаза. Давайте сравним со старой фотографией, посмотрим на его улыбку и глаза на старом фото, а потом посмотрим на его глаза сейчас. Они совершенно разные. Вам нужно знать, что он участник всемирно известной мужской группы. Таков его имидж в прошлом. Он известен как симпатичный, худощавый тип с большими глазами. Неожиданно он вызвался присоединиться к спецназу. После непродолжительного обучения он может даже убивать людей глазами. У него не только широкие плечи, посмотрите, какие раны у него на спине. Да, их называют ранами славы. Это показывает, что он очень усердно тренировался. Кроме того, у него теперь не только плечи стали шире, я подозреваю, что он даже стал выше. Посмотрите, как он держит длинное ружье, он становится мастером боевых искусств. Он участник чрезвычайно популярной группы BTS. Если бы это было на Тайване, люди его уровня уклонились бы от военной службы. Тэхён не только пошел в армию, он даже присоединился к сильнейшему отряду. Теперь он является частью спецназа. Он участник BTS, его ценность равна золоту. Но теперь, когда он совершает все эти опасные действия, Южная Корея действительно серьезно относится к военной службе. Вы упустили важный момент. Он сам вызвался присоединиться к этому сильнейшему отряду. Раньше Тэхён боялся высоты. Но он принес жертвы ради своей страны и прошел всевозможную высотную подготовку. Посмотрите, каким он был худым, а теперь посмотрите на его плечи. Знаете, что сказали фанаты после того, как было опубликовано фото? Они сказали: «Пожалуйста, приходи и арестуй меня. Быстрее!» Теперь у него совершенно другая атмосфера. Я завис на этом видео. Тэхён был упомянут на корейском шоу «Тэхён и все солдаты». Благодаря вам мы можем проводить наши дни так. Мы можем спокойно спать по ночам. Файтинг. Спасибо. Сегодня Юнги завершает курс 3-недельного обучения в тренировочном лагере и возвращается к своей роли социального работника. Так мы и не увидели фото с ним. Два тигренка в Твиттере 4 года назад. Это очень мило. Йонтон так известен и любим всеми. В ателье, где взрослый учится рисовать в качестве хобби, муж по просьбе жены рисовал Ким Йонтона. Кстати, учительницу не удовлетворил его незаконченный набросок, поэтому она дала ему домашнее задание, чтобы он больше практиковался в рисовании. Видео ученика СТС, 5-я дивизия, который сейчас проходит.
Художник граффити Ли Чонбе загрузил на свой канал YouTube видеоблог о фресках Тэхёна в сотрудничестве с городом Сувон. Вопрос: кого ты собираешься рисовать? Ответ: наследный принц. Тэхён. Вопрос: как Тэхён связан с Сувоном? Ответ: цвет Тэхёна зеленый, поэтому я выбрал зеленый, потому что он соответствует экологическому городу Сувон. Ограничение по времени составляло 2 дня, а поверхность кирпича была ухабистой, поэтому он немного беспокоился о том, получится ли хорошо нарисовать Тэхёна. Для живого показа картин представители города Сувон записали проект и транслировали его в прямом эфире. После завершения он сделал памятные фотографии с мэром Сувона и людьми, которые его спонсировали. Говорят, что если работу оставить в таком виде, то она прослужит минимум 10 лет. Friends Тэхёна превысила 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Это первая песня корейского исполнителя, выпущенная в этом году и достигшая такого рубежа. Friends – 7-я песня Тэхёна, набравшая 100 миллионов прослушиваний на Spotify, что расширяет его рекорд как корейского солиста с наибольшим количеством сольных песен, достигших этого показателя. Чонгук упомянут в статье K-Media об истории фандома. Фандом продолжает расти. Вот почему крайне важно создать качественную культурную ДНК, которая учитывает и заботится о глобальном росте фандома вместе с кей-культурой. Мы с нетерпением ждем того дня, когда вскоре сможем увидеть концерт Чонгука. Верность. Клип Friends снова попал в топ-4 американского iTunes, а все версии песен в топ-25 британского iTunes. Каждый трек Friends неизменно оставался в топе лучших песен британского iTunes на протяжении последних 5 недель с момента выхода. Когда маленький Чонгук сидит, подложив ступни под бедра. Чонгук занял первое место в рейтинге «Лучший кей-поп-артист 2024 года» по версии зарубежных СМИ. СМИ New York Tech Media объявила список 10 лучших кей-поп-артистов 2024 года. New York Tech Media представила Чонгука как играющего различные роли в своей группе, включая главного вокалиста, ведущего танцора, саб-рэпера, и назвала его «Золотым Макне». Чонгук дебютировал сольно в 2023 году с песней «Seven» и открыл новую главу в своей творческой эволюции. Затем они похвалили его, сказав: «Процесс, благодаря которому Чонгук возродился как мировая икона, поистине легендарный». Ранее Чонгук попал в рейтинг величайшей поп-звезды 2023 года по версии Billboard. Введение и поощрительные упоминания объявленном американским музыкальным СМИ Billboard и вошел в список 100 артистов Billboard K-Pop 2024 года. Тэхён – самый любимый и популярный человек. Будь он студентом, кумиром или солдатом, его всегда окружает множество людей, которые хотят быть с ним. Второе место. Это так интимно. Язык любви Чонгука и Тэхёна – касание. До сих пор не верю, что мы получили эти фото.
Тот факт, что однажды мы вот так просто получили настолько уютный эфир этих двух влюбленышей. То, как Чангук кусает губы каждый раз, когда он смотрит на Тэхёна. Первое место. Тэхён не может оторвать взгляд от губ Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.